Здравствуйте! Сегодня прекрасный осенний день. Да, я не оговорилась, это видео было снято 12 ноября. Был прекрасный, солнечный, теплый ноябрьский день. Видно, какая трасса красивая, вся еще в золотистом желтом убранстве. А мы едем сегодня в город, который находится в Германии, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия, и это город Падерборн. Население 150 тысяч человек. А едем мы по трассе в сторону города Кассель. Вот по правую руку виден и сам город. Первое упоминание о городе Падерборн относится к 777 году. Вот такой древний город. И видим первый билборд, на котором читаем Падерборн, город, в который мы и направляемся. Ну что, мамуль, куда мы с тобой сегодня приехали? Мы приехали в город Падерборн. Вот так? Пошли Идем знакомиться. Пошли. И начали мы свое знакомство с городом Падерборн с этого памятника святому Либериусу. А в руках, если обратили внимание, в левой руке он держит павлина. И вот от этого памятника, развернувшись, мы увидели башню Падерборнского собора. Туда и направились. И вот небольшая узкая улочка вывела нас на площадь, где начались уже приготовления к рождественским праздникам. Я говорю начались, потому что это было, как я уже сказала, 12 ноября. Это сейчас все города уже украшены, все в иллюминации, все в ярмарках, а тогда только-только начинались приготовления к рождественским праздникам. И вот чуть-чуть пройдя вперед, нашему взору предстал вот Падерборнский собор. Кафедральный собор – это второй по величине в Германии кафедральный собор. Западная башня в романском стиле, которую мы сейчас видим слева, она имеет высоту 95 метров. Длина самого собора больше 100 метров. Ширина 53 метра, а высота соборного зала 28 метров. И мы хотим попасть вовнутрь. Перед нами плакат «Herzlich willkommen», где нас сердечно приглашают в этот Падерборнский собор. Но только подойдя уже к дверям, мы уже все в восторге от этой красоты. Двери в собор высокие, красивые и очень тяжелые. И открыв дверь, вот сразу же попадаешь в особую атмосферу, где не хочется много говорить, а просто хочется ходить, смотреть, любоваться. И каждый думает о своем в подобных местах. Вот такая красота. Высоченные потолки, красивые своды, красивое убранство этого собора. Вон видно, что на самом деле он очень и очень длинный, этот собор. Во многих соборах, базиликах в Германии мы были. Все удивительно прекрасные и удивительно красивые, но каждая по-своему. И все равно в каждом находили что-то особенное, что-то свое, что-то интересное. Здесь на стенах мы увидели украшения, это резьба по камню. Вот не во всех, скажем, соборах мы такое видели. Вот видно, какой длинный зал. И кончается витражами, высокими красивыми витражами. В церкви тишина, народу немного, а с левой стороны от входа находится орган. Орган Падерборнского собора имеет 151 реестр и является третьим по величине среди церковных
органов Германии. Он состоит из 3 частей – башенной, хоровой и криптовой. Вот такой красивый, величественный орган в Падерборнском соборе. Собор, кафедральный собор, в котором мы сейчас находимся, называют высоким собором святых Марии, Либориуса и Килиана. И вот это как раз особенность, я показываю одну из особенностей этого Падерборнского собора, на которую мы обратили внимание, резьба по камню. Очень красиво смотрится и по всему периметру все возможные украшения из камня, резьба по камню. Идем дальше, видим капеллы, некоторые открыты, некоторые закрыты. Вот в данном случае, да, это все еще показываю резьбу по камню. Вот такой рог изобилия с цветами, с фруктами, как будто живые, настоящие. Здесь можно поставить свечку, помолиться. А свечки необычные, не парафиновые, а берешь их в руки, и такое впечатление, что в руках держишь фломастер. Положив определенную сумму денег в ящик, можно взять свечку, зажечь, помолиться. Ящики с новыми свечками стоят здесь рядом, и ящик со свечками, которые уже отгорели. А мы продолжаем идти по этому собору, потому что мы ищем достопримечательность. Сейчас расскажу, о какой. Вот эта капелла закрыта. Вот сквозь решетку видно, как красиво и в каком красивом и богатом убранстве она. Мы идем дальше по кафедральному собору, потому что мы хотим найти и увидеть одну из достопримечательностей этого Падерборнского собора. Это так называемое окно 3 зайцев, а оно находится во внутреннем дворике. Вот мы по указателям на стене идем и ищем этот внутренний дворик. И вот мы его уже нашли, вышли. Вот что он из себя представляет. И уже видите слева окно, в северной стороне окно, так называемые 3 зайцев. И что бросается в глаза, это яблоня, вся усыпанная красными яблоками, райскими красными яблоками, и захоронения, вот такие надгробия. Здесь указаны разные года захоронения. Ну, здесь чисто, красиво. Такое хорошее место, можно посидеть, подумать о своем. Вот, смотрите, плиты 1967, 1965 год захоронения, 1963 год. И вот мы видим перед собой сначала фонтан, но сейчас он, конечно, уже не работает, ноябрь месяц, а на нем мы видим павлина. И вот за ним, как раз на северной стене внутреннего дворика, видим так называемое окно 3 зайцев. Вот в результате оптической иллюзии на изображении зайцы имеют всего 3 уха на 3, и в то же время у каждого из них по 2. Представляете, как интересно? Вот, и это окно 3 зайцев является одним из символов города Падерборн и талисманом для его жителей. Вот в стремительном беге зайцев заключен принцип бесконечности, но в то же время стабильность и порядок. Вот орнамент с 3 зайцами – прекрасный пример того, как различные культуры и религии могут существовать в согласии друг с другом. А еще ушастый попрыгун – это символ радости и надежды. И не случайно, по старинной немецкой традиции, пасхальный заяц оставляет в подарок детям гнездо с разноцветными яйцами. Своей необыкновенной плодовитостью он символизирует продолжение жизни и ее обновление. И вот мы видим как раз на стене в одной из галерей как раз указатель в этот внутренний дворик. Вот, все можно найти. А мы вернулись, вновь в этот собор и увидели вот таких павлинов. Одного павлина увидели
потом на других перилах увидели еще павлина. И с этим вопросом мы обратились к работнице Патербургского собора. Вы знаете, она настолько интересно и вдохновленно нам рассказывала легенду, связанную с павлинами. Мы просто были в восторге от ее рассказа. Мы получили большое удовольствие. Во-первых, информацию, так сказать, из первых рук. Мы общались с помощью телефона, с переводчиком, прекрасно поняли друг друга. И были, конечно, мы довольны, что обратились с этим вопросом. А еще одна из достопримечательностей этого собора – это соборная крипта. Это одна из крупнейших в Германии, где хранятся, в этой крипте хранятся святые реликвии святого Либориуса. Это епископ и патрон города. Вот, она нас провела сюда. Эта женщина, мы так поняли, что сюда могут пройти только группы с экскурсоводом, но вот она сделала нам исключение, подарила нам крестики, преподнесла с изображением павлина. Вот, и рассказала небольшую историю о мощах святого Либориуса. И сказала, что здесь можно помолиться. Она делает это часто и сказала: он мне много раз помогал. Что мы сделали? Вот она нам подарила 2 крестика с павлинами. Сейчас это своего рода наши талисманы. Ну, скажу честно, величие такого исторического строения никого не оставит равнодушным. Никого, ни одного из посетителей. Мы больше часа находились внутри Патербургского собора, не заметили, как прошло время, потому что настолько все красиво, интересно, все восхищает. Ну, просто получили огромное удовольствие. А сейчас мы хотим пройтись немножко по самому городу. Падерборн – это крупнейший город Восточной Вестфалии с интересным сочетанием современного ритма жизни и древней истории. И вот мы вышли к ратуше. Ратуша – это одна из лучших построек в стиле везерского ренессанса. Это 1613-1650 года. И мы видим, что здесь уже в первые декаде ноября тоже уже стоит елка. Стоит елка, и у всех праздничное предрождественское настроение. А вот перед нами ратуша. Мы видим 3 остроконечных фронтона. Видим ряд окон, монументальные арки, которые опираются на мощные колонны. И перед ратушей видим один из 3 уцелевших фонтанов 15 века. А это магазин Батлер, в который мы обязательно зайдем. В этом магазине, по этому магазину можно ходить и ни о чем не говорить. Можно ходить, вернее, надо ходить и смотреть, потому что такая красота, такой большой выбор елочных игрушек, такие оригинальные. Вот мы видим и апельсины, и лимоны, и мороженое, ну, Дед Морозы, само собой, и бургеры, и ананасы, и пиццы, и кружку с пивом. Ой, Дед Мороз, который развозит пиццу из просекко, все, что хотите. А баклажаны как вам? А пекинская капуста? На первый взгляд кажется, ну, елочные игрушки, ничего здесь особенного, необычного нет. Нет, это не так. Каждая игрушка елочная, не цветная, а брокколи, видели? Это целое произведение искусства. И вот столы. Примеры столов, как можно сервировать и украсить стол на рождественские праздники. Вот этот стол выдержан в таких
пастельных тонах, пудра и серым цветом. Это вот уже с яркими красками, это ягоды, символ, красный цвет, символ Рождества. Зеленый и красный цвет – это символы Рождества. Очень много посуды красивой. Вот. А вышли, увидели дом вот с такими ангелочками. Название самого города Падерборн состоит из двух слов. Падер – это название реки, которая протекает через этот город, а Борн в переводе с немецкого означает родник. Вот. И потоки более чем 200 родников соединяются в 6 рукавов и сливаются в самую короткую реку Германии. Длина этой реки Падер всего 4 километра, и эту реку в Падерборне так и называют родниковый Падер. И вот в самом центре города Падерборна вот эта река Падер берет свое начало из родников. Вот это место мы как раз и видим. Здесь и фонтаны, и водоплавающие, прекрасное место для отдыха, городской парк. Все зелено, несмотря на то, что почти середина ноября. И вода здесь холодная, прозрачная, и много живности еще здесь. Много водорослей, и вот уточки, и чайки чувствуют себя здесь настоящими хозяевами. А впереди мы видим шпиль башни Падерборнского собора. Я уже говорила, что высота ее почти 100 метров. И вот этот пик, эта башня видна с любой точки города. А вниз по течению реки Падерборн мы видим так называемый памятник стирки. Вот видите, такие мостки на самой реке, женщины, которые стирают белье, полощут белье, и уже все сделали, они могут разойтись по домам, потому что еще какие-то вопросы не обсудили. Дело все в том, что еще до середины 20-го столетия местные женщины ходили стирать белье на эту реку. Хотя вода здесь холодная, ледяная, я бы сказала даже, но уток и прочую речную живность такой холод совершенно не волнует. Вот такой оригинальный памятник стирки мы увидели на реке Падерборн. А рядом увидели вот такие скульптуры. Вот на шарнирах руки у этого веселого мальчика. И, скажу вам честно, очень долго ждали, пока освободятся эти гуси, потому что дети тут верхом сидели на этих гусях, крутили им и головы, и клюв, и крылья, и все, что хотите. На самом деле нам было интересно и забавно это сделать, а уж детям тем более. Вот такие уточки, гуси. Гуси, наверное, это гуси, га-га-га. Очень интересно и забавно. Вот этот парк еще одна достопримечательность города Падерборн. Конечно, в городе мы были чуть больше 3 часов. Естественно, мы весь город не обошли. Вот. А вот показала то, что мы увидели. Вот мы перешли по мостику через реку Падерн. Перед нами вот такое водное колесо и опять та же самая башня Падерборнского собора. А сейчас перед нами вот чуть-чуть на возвышенности Абдинкоф-Кирхе. Это каменная церковь с романскими башнями средневекового бенедиктинского монастыря. Большая часть оригинального, богатого внутреннего убранства была разгромлена во время 30-летней войны.
А мы уже возвращаемся назад, уже вечер, поздний, вы знаете, уже стало холодать. И как ни крути, вновь возвращаемся к Падерборнскому кафедральному собору, вот к этой прекрасной башне. Уже стемнело, уже вечер, зажглись огни на этом рождественском вертепе. Вот вновь эта башня, показывают часы на башне, 5 часов вечера, а уже заметно потемнело. Мы, скажу вам честно, немножко даже продрогли, и поэтому зашли в кафе. Очень нам понравилось пирожное и кофе. И поехали домой. Пока!